С началом сельскохозяйственного освоения сибирских земель при подъеме пахоты стали образовываться близкородственные семейные общины. Они получили название в Сибири «общество». Общество обладало определенными обязанностями и правами. Ну, в первую очередь, конечно, обязанностью было выполнение всех повинностей, которые накладываются на основе круговой поруки, когда все члены общины отвечают за каждого общинника. Общины пользовались коллективно лесом, землей и защищали свои права от других общин, обществ, от чиновников и от переселенцев. Общественное согласие было, скажем так, высшим органом управления. Каждый член общины имел равные права с другими, но большее внимание и большее, конечно, уважение пользовались те члены, которые отличались хозяйственной сметкой, умом, мудростью, справедливостью. Собственно, они имели такое же право голоса, но к их мнению прислушивались. Общинники выбирали специальных людей, которые необходимы были для ведения их дел, а именно это были старосты, десятские, соцкие, челобитчики, это те, которые ходили с просьбой к начальству, еще там ряд караульные. Из средств общины оплачивался их труд, а также всевозможные сторожа, караульные, оплачивались медобслуживание, учителя и многое-многое другое. Нужно сказать, что критерием для выбора такого человека, ответственного, было его благонравное поведение. Например, для того, чтобы смотреть за чистотой улиц, очень часто выбирали женщин, которые отличались добрым нравом, некляузничанием, чистотой и прекрасным содержанием своего хозяйства. Об этом сохранилось даже очень много документов. По окончании такой службы выдавался специальный аттестат, в котором была выражена благодарность за добросовестное несение службы. Повинности разделялись на несколько категорий. Это были государственные, земские и мирскообщинные. И по денежному, и натуральному разряду. К натуральным повинностям относилась необходимость наниматься на ямщину, на то, чтобы рубить дрова в пользу общественных организаций, общества, и на еще некоторые виды работ. То, что делалось совместно и для совместного. Нужно сказать, что налогообложение, такое распределение повинностей было тоже по определенным правилам организовано. Все те, кто несли повинность, делились на несколько категорий. Бойцы, полубойцы и неимущие. И в зависимости от того, насколько человек мог исполнять обязанности, насколько он хорошо вел хозяйство, у него повинности увеличивались. И надо сказать, что было очень престижно быть бойцом и платить полную повинность. Это означало, что человек самодостаточный, что он прекрасно ведет хозяйство, он уважаем в этом обществе. Сход собирался, общественное согласие, 10-16 раз в год. Как правило, это происходило зимой. Понятно, что лето – это все-таки время сельскохозяйственных работ. На своих сходах решали текущие вопросы, и иногда даже давалось право судить тех, кто вел себя против правил. Пьяниц, бездельников, тех, кто кляузничал, тех, кто ссорился с соседями. Им выносили некое порицание, но надо сказать, что очень редко изгоняли из общины. Но некоторые люди, они с удовольствием уходили, нанимались на какие-то работы, на золотые прииски и так далее и тому подобное. Не могли они жить в этом обществе. Приписка к обществу. Когда началось активное освоение сибирских земель благодаря Столыпинским реформам и пошел большой приток нового населения,
то возникла необходимость приписывания к каким-то старожитческим обществам новых людей. Поначалу приезжие должны были вносить плату за пользование ягодами, угодьями, сенокосами и так далее и тому подобное. Но затем, присмотревшись к нему, могли вынести решение о том, чтобы принять новых членов в общество. Сохранились рассказы о том, как именно происходил этот процесс. Если приезжали новоселы, то им ставилось условие: вам нужно поставить ведро самогона. Это первое. И второе. За одни сутки возвести дом и так, чтобы из печки пошел дымок. Если они не могли этого сделать, к обществу не причисляли. А если так делали, и это носило название «обыденные дома», то есть сделанные за одни сутки, то тогда они становились полноправными членами этого общества. Нужно сказать, что достаточно мягкое отношение было к неимущим. Во-первых, им давались послабления, а то и вообще полностью снимались все повинности. А во-вторых, для того, чтобы им можно было как-то прожить, не только оказывали помощь, ну, допустим, коллективно выходили, чтобы обработать их надел, но и давали возможность работать, скажем, сторожами или пастухами. Ну, это была такая определенная милосердие со стороны общества. Сохранились рассказы о том, что если попадался какой-то человек на воровстве, то его строго наказывали. Но если ему приходилось украсть, скажем, краюху хлеба, то его миловали и давали еще ему еды, потому что понимали, что без еды человек прожить не может. Он был вынужден это сделать. Не склонна я идеализировать крестьянское общество в данном случае, но очень много было справедливых решений.